Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Дмитрий Шеменков, я доктор, и добро пожаловать на 5-й урок вводного курса в школу систем управления здоровьем. Мы на первом уроке с вами почувствовали цель и выполнили практику любимого дня. Вспомните о своем любимом дне прямо сейчас, это наша действительно цель. Мы хотим быть здоровыми людьми, и мы хотим находиться в состоянии оптимальной жизнедеятельности, творческой реализации с положительным эмоциональным тонусом. Это наше целевое состояние, которое пронизывает все элементы жизни. На втором уроке мы осознали, какое огромное значение для нас имеет сообщество, вышестоящей системы, с которым мы постоянно соприкасаемся на протяжении жизни, общаясь с какими-то людьми, либо попадая в какие-то информационные пространства. И для нашего движения к здоровью для нас принципиально иметь сообщество единомышленников. И поэтому мы узнали про социальную сеть SUS-комьюнити, мы узнали про необходимость обмена информацией, мы узнали про то, что все люди, которые вас окружают, так или иначе представляют из себя вашу здоровую социальную сеть. Если вы будете распространять свой положительный опыт движения к здоровью, если вы расскажете людям о принципах, которые вы здесь узнаете, то это сделает ваше сообщество здоровее. Мы узнали про принятие. Мы узнали про то, что сопротивляться реальности и своей собственной природе это бесполезно. Это не приведет нас ни к какому положительному результату деятельности. Можно всю жизнь свою положить на борьбу, на сопротивление, в итоге тяжело заболеть и умереть раньше времени от непонятных каких-то заболеваний, вместо того, чтобы потратить свою жизнь на созидание, на творчество. Многие люди, которые действительно добились успеха в жизни, смогли это сделать только потому, что они не зацикливались на каких-то проблемах, с которыми они столкнулись. Они не занимались вечной борьбой. Они находили все силы встать, сфокусироваться на цели и идти дальше реализовать свое творческое предназначение. Это тоже один из элементов принятия, но мы смотрим на принятие глубже. Это принятие всех аспектов жизни, всех обстоятельств. Мы осознаем, что наши действия мы осознаем постфактум, после того, как они уже осуществлены были. Это очень важный момент нашей жизни. И осознание нашей цели, осознание принятия, осознание связи с вышестоящими системами освобождает нашу жизнь. Это осознание открывает перед нами творчество, которое честно ориентировано на цели наши. И мы на 4-м уроке осознали, какое значение играет честность для нашей жизни. Мы осознали, какое значение для нас играет тишина и молчание, моменты синхронизации с реальностью, благодаря которых мы оказываемся максимально честны с жизнью, даем возможность вышестоящим здоровым целям запрограммировать нас на более здоровое поведение. Это раскрывает перед нами творческий потенциал, дает возможность нам соприкоснуться с нашей настоящей целью. И безусловно, действуя, соблюдая те принципы здоровья, о которых мы говорили, реализуя любые совершенно фантазии, какие бы нам в голову не приходили, но здоровым путем, согласованно с законами здоровья, мы можем жить совершенно богатой жизнью, в которой огромное количество, огромное число переживаний, насыщенной жизнью полной творческих событий, перемен, радости, близких людей и, в общем, полноценной настоящей жизнью. И одним из важных моментов, которые мы сегодня добавим, безусловно, когда мы говорили про честность и про сообщество, для нас принципиальное значение в этом контексте носит информационная безопасность. Дело в том, что взаимодействуя с разного рода сообществами, мы можем подвергаться программированию со стороны, и даже не то, что можем, а мы подвергаемся программированию со стороны сообществ, с которыми мы начинаем коммуникацию. И это, конечно же, известно из детства еще нам всем. То есть там становишься участником, например, какого-нибудь там преступного сообщества, с высокой вероятностью ты тоже будешь совершать преступление. Становишься сообществом, в котором принято выпивать и много выпивать, то, скорее всего, ты тоже будешь выпивать. Становясь членом сообщества, например, любителей бега, вот как мой товарищ сделал прекрасную школу бега, например, I Love Running, люди начинают бегать, например. То есть это естественная интенция наша. То есть как только мы становимся членом сообщества, мы начинаем отражать свойства этого сообщества в своей жизни. Но учитывая то, что мы живем сейчас с вами в информационном мире,
даже не встречаясь лично с человеком, мы можем соприкоснуться с его информационным пространством. А поскольку мы в первую очередь информационные существа, я еще раз напомню цитату своего учителя, академика Российской академии медицинских наук Константина Викторовича Судакова: информационный процесс — первичная суть человека. Будучи информационными существами, мы, сталкиваясь с информационными проявлениями сообществ, мы также начинаем отражать в себе, в своей жизнедеятельности информационный код сообщества, с которым мы связались. Поэтому особое значение играет для нас в жизни информационная безопасность. Это компонент нашей чести по отношению к целям. Попадая в социальные сети, например, такие как Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, попадая просто в интернет и занимаясь бессмысленным интернет-серфингом, который не ориентирован на наши с вами цели, мы тратим энергию на ложные абсолютно цели. Безусловно, это затягивает. Постоянные клики, постоянные проверки лайков, постоянное чтение ленты новостей никак абсолютно не связано с практическими результатами нашей деятельности. Это никак не связано ни со здоровой целью, ни с пребыванием в моменте настоящего. Поэтому интернет сам по себе и любые социальные сети стоит использовать только если вы четко осознаете свою цель. Как только вы начали серфить автоматически, необходимо осознать, что это деструктивное действие, и по возможности принять это, безусловно, и сориентироваться сразу же на своей какой-то здоровой цели. Просто осознать необходимо, что залипание в социальных сетях, в интернете является абсолютно точно искажением по отношению к нашей здоровой цели. Поэтому вы, безусловно, можете продолжать серфить, там никто не пытается вас сейчас ограничить, у меня нет такой цели. Но осознайте, что достаточно уже научных публикаций, доказывающих, что вот такой хронический бессмысленный серфинг в социальных сетях, он приводит к ухудшению жизни, качества жизни людей, которые этим занимаются. И, в общем-то, это на своем самочувствии легко можно обнаружить. Дело в том, что мы попадаем под постоянное программирование разных целей, которые не являются нашими целями, которые противоречат нашей реализации. И поэтому для нас вот такого рода серфинг, он является вредящим для нашего здоровья. Ну и, наконец, на сегодняшнем уроке принципиально важно осознать, что для нас одним из важнейших элементов пути к здоровью является создание динамического стереотипа восстановления и поддержания здоровья. По сути, как мы его называем, динамического стереотипа управления здоровьем. Вся наша жизнь состоит из повторяющихся сегментов действий. Даже то, что я сейчас говорю, это тоже работа динамического стереотипа и мышления, и восприятия, и речи. Ездим ли мы за рулем, находимся ли мы где-то там дома, как-то в бытовом плане себя ведем, но мы действуем согласно автоматическим программам, которые созрели уже в ходе практического достижения положительных результатов, полезных результатов для нашей жизнедеятельности. Поэтому, когда мы говорим про управление здоровьем, здесь тоже для нас необходимо создание динамического стереотипа управления здоровьем. Нам нужно запрограммировать эту привычку. Динамический стереотип формируется примерно в течение 1,5 месяцев. Ориентировочное время в экспериментах, которые получены для создания стереотипа, оно начинается где-то там от 2 примерно недель и заканчивается действительно где-то там 1,5-2 месяца, и функциональная система в конечном виде с морфологической основой созревает примерно в течение 2 лет. То есть для того, чтобы мы начали действительно управлять здоровьем, от нас требуется постепенное, поэтапное внедрение привычки управлять здоровьем. Мы уделяем каждый день внимание практикам управления здоровьем. Мы не забываем каждый день о практиках, даже когда мы получаем уже положительные результаты, даже когда нам уже кажется, что все, ну вот мы достигли какого-то успеха, не стоит забывать о практике. Мы не выполняем практику осилия, достаточно выделять время какое-то для практики. Мы помним о том, что практики достаточно простые. Мы помним о своей цели, мы внимание обращаем на сообщество, на информационные процессы, в которых мы принимаем участие, потому что мы знаем, что мы программируемся ими. Мы помним о приятии, мы фиксируем свои акты неприятия и принимаем неприятие. Мы осознаем честность и фиксируем события, процессы, в которых мы
искажаем информацию, мы осознаем, что это приносит к отрицательной обратной связи, и принимаем это также в своей жизни. И мы помним о необходимости регулярных действий. Каждый день мы обращаем на это внимание, и каждый день мы можем выделять чуть-чуть времени для того, чтобы улучшить здоровье любым способом, каким мы знаем. Но в системе управления здоровьем мы рекомендуем для начала научиться соприкасаться с реальностью, чтобы восстанавливать контакт с настоящей целью, чтобы потом у нас не возникало действий из долженствования. У нас в жизни очень много действий из долженствования, которые нас приводят к существенному сокращению срока жизни и возможности, которые перед нами раскрыты. Мы себя очень сильно ограничиваем предыдущим опытом. Поэтому перед началом любого дня и перед началом даже любой практики стоит заглянуть в пространство тишины и молчания и глубоко принять себя и реальность, в которой мы находимся. Мы называем это практикой молчания. Ее целесообразно выполнять регулярно, ежедневно и тратить на нее ровно столько времени, сколько вы почувствуете возможным и необходимым. Практика молчания может быть как регулярная, например, с утра после пробуждения, так и может быть нерегулярная в ходе обстоятельств, когда вы заметили, что вы завершили какую-то предыдущую деятельность, но вы еще не начали, вот у вас есть период, во время которого часто бывает у многих людей суета, нам кажется, что что-то срочно нужно делать, так вот в этот период времени не стоит суетиться, прыгать, что-то бросаться делать, достаточно отдохнуть, отдышаться, побыть просто в тишине, молчании, почувствовать момент настоящего, слиться с ним, почувствовать, что нет никакого долженствования, вы не знаете, как должно быть в реальности, вы не знаете, как должно быть у вас самого, поэтому вы можете просто принять то, что есть. Практика молчания – это состояние глубочайшего принятия, в котором вы свободны от долженствования. Само по себе определение практики молчания подразумевает, что нет какого-то верного алгоритма практики, поэтому большинство ответов на вопрос, как правильно практиковать практику молчания, будет сводиться к тому, чтобы объяснить, что как угодно, как вы хотите. То есть суть практики молчания заключается в том, что вы как бы на время ставите на паузу свою жизнь. Наша жизнь состоит из наших слов, из мыслей, из наших действий. Когда мы ставим на паузу жизнь, мы осознаем, что у нас нет цели как-то активно действовать, у нас нет цели что-то говорить, у нас нет цели о чем-то целенаправленно думать. Поэтому мы переходим в режим принятия. Это как в рации с таким полудуплексным режимом. Мы либо нажимаем кнопку и говорим в нее, либо отпускаем и слушаем. Вот примерно тот же самый момент мы отпускаем кнопку и слушаем, что нам принесет жизнь. И у нас нет совершенно никаких долженствований о том, как должно быть. Мы не знаем, как правильно. Поэтому практика молчания происходит разная. И суть практики заключается в том, что мы все-таки выполняем какое-то действие. Мы выделяем специальное время, контейнер времени. Мы куда-то либо встаем, либо садимся, либо ложимся в какой-то позе, любой позе, какая бы вам ни захотелось. Там, с прямой спиной, например, там, чтобы у вас дыхание поддерживалось. Либо, может быть, вам захочется в позе эмбриона сжатым там быть. Это как вас душа не пожелает. То есть любое совершенно, без ограничений состояние, которое может меняться от практики к практике. Так вот, вы погружаетесь в любую позу, в любые обстоятельства, и у вас есть время, во время которого вы вот находитесь вокруг этого действия. Поэтому это, безусловно, действие. Но это действие, в котором любой результат является правильным. И в этом парадокс, потому что нам свойственно при каждом действии привязываться к определенной модели результата. Но эта модель основана на предыдущем искаженном опыте. Поэтому мы не воспринимаем во всей адекватности и красоте реальность, очень суживаем свое восприятие и не осознаем массу дополнительных возможностей, которые прямо здесь, сейчас могут нас сделать счастливыми, в общем-то, людьми. Поэтому суть практики молчания сводится к тому, что наш результат – это сама жизнь, это наше само здоровье, формируется в моменте настоящего. И нашей целью является осознание ощущения этого результата. Цель впервые совмещается с результатом в нашей жизни, и мы чувствуем состояние благополучия, мы чувствуем состояние здоровья. Это состояние нас наполняет и переполняет. И когда мы переполнены этим состоянием, мы воодушевлены, и нам хочется поделиться этим состоянием тем языком, который для нас доступен. Для кого-то это язык тела, для кого-то это язык музыки, для кого-то это язык искусства, для кого-то это язык помощи другим людям, для кого-то это язык юриспруденции, для кого-то язык бизнеса, неважно. Это может быть любой язык, который у вас в жизни уже освоен. Поэтому вы
можете погрузиться в это состояние в любой момент времени, там, где вы находитесь. Для этого ничего не требуется, никаких специальных условий, ресурсов. Вы можете поставить на паузу текущую деятельность, которой вы занимаетесь, и моментально оказаться в состоянии глубокой тишины, присутствия, принятия, молчания. В этот момент ваш организм обновляется, ваше здоровье восстанавливается, и вы находитесь на контакте с вашим истинным предназначением, с вашей высшей целью. Накапливая это состояние, мы накапливаем потенциал творческой самореализации. И какой-то период времени, где-то в районе 1,5-2 месяцев, потребуется регулярного воспроизведения такого навыка для того, чтобы он укоренился. Вы потом сможете к нему постоянно возвращаться. Это уже становится автоматическим стереотипом. Безусловно, мы можем отклоняться от этого навыка, тогда нам требуется сообщество для того, чтобы мы опять заново погружались в него. То есть нам нужны либо живые какие-то группы, либо онлайн-группы. Мы для этого делаем и синхронизации постоянные, и живые, и в онлайн-режиме, для того, чтобы человек мог вернуться к практике, когда он от нее отклонился, потому что мы не забываем о том, что происходит постоянное программирование среды, и, безусловно, получив тот заряд энергии и навык тот, который вы получаете здесь, вы можете так или иначе все равно попасть под искаженное влияние среды и, так сказать, отклониться от этого пути. Но вот для этой цели существует время от времени проводимые синхронизации специальные, которые мы собираем, объединяя группу людей. Вот. Но на первом этапе, я еще раз вернусь к этому моменту, чрезвычайно от нас важна регулярность, потому что мы таким образом можем сформировать стереотип постоянного управления здоровьем. Мы постоянно возвращаемся к этому состоянию. И еще один очень важный момент, который хотел бы отметить, то что вы можете помимо молчания выполнять любое действие, которое вам нравится, которое вы считаете полезным и нужным для вашего здоровья, при этом помня о принципах управления здоровьем, о базовых законах живых систем, о которых мы вам рассказали на протяжении нашего вводного курса. Поэтому, помня о принятии, о честности, о цели, помня о том, что мы с задержкой воспринимаем реальность, помня о сообществах, помня о необходимости регулярности, вы можете практиковать любой абсолютно инструмент. Вы можете танцевать, вы можете рисовать, вы можете стоять на голове, вы можете плавать, вы можете бегать, вы можете заниматься каким-то единоборством, например. Ну, то есть всем, чем угодно, чем вас душа пожелает. Помня об этих принципах, о которых мы говорили. И, безусловно, делитесь своим опытом в сообществах. Вам может помочь все, что угодно. Если вы это делаете как творчество с душой, не в качестве какого-то страдания, там, обязательства, через какое-то усилие, как мы говорили, это противоречит здоровью, а в качестве игры. Наша жизнь, когда мы познаем принципы управления здоровьем, когда мы познаем принципы живых систем, принципы жизни, превращается в увлекательную игру, в которой мы играем и достигаем результата, и нам это нравится, но мы не привязаны к определенной форме результата, мы не привязаны к определенным обстоятельствам в жизни, к определенной конфигурации жизни. Мы не знаем, как правильно. Поэтому мы можем получать удовольствие от жизни от такой, какая она есть. Я вам желаю здоровья, хорошего настроения, практикуйте систему, у вас впереди есть достаточно много времени для того, чтобы ее освоить. Есть прекрасное сообщество, есть масса дополнительных материалов. Поэтому все в ваших руках. Я желаю вам здоровья, любви, счастья и хорошего самочувствия. До свидания. До новых встреч.